Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. У какой женщины есть эротические фантазии о вас? Итак, продолжаем шалить, да, шаловливые расклады такие. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какая сейчас у вас ситуация. Так, вы прошли уже период, когда было больно просто до глубины души. Больно было из-за измены. Измены довольно неожиданной, да. Вы даже если вот жили с женщиной, да, могли быть скандалы какие-то, вот вынос мозга и так далее. Но вот по поводу измены как-то вы, вы до последнего, наверное, не хотели думать и верить в это. Вот знаете, как говорят, что муж либо же жена про измену узнают в последнюю очередь. Просто, не хочется верить. Да, вы, возможно, подозревали, но вы могли даже, даже если вам кто-то и говорил, что посмотри, вот, да, вот есть какие-то признаки измены, вы могли это все отгонять, да, вот, не хочется верить, неправда, да, вот. Хотя, когда вы об этом узнали, было настолько больно, вот, просто, как знаете, вот, живьем закопали вас, настолько вот жизнь померкла, просто смысл жизни пропал, вообще ничего не хотелось. Но этот этап у вас прошел, вы его прожили. Причем довольно достойно вы этот этап прошли, да, вы не пустились во все тяжкие, вы не спивались. Хотя иногда хотелось, может быть, да, заглянуть и в рюмочку почаще, но как-то вы вот себя умеете держать в руках. Так, дальше, что еще у вас происходит в жизни? Вы довольно неплохо зарабатываете, вы очень активный мужчина, очень ревнивый, страстный, целеустремленный. Вы нацелены уже на новую любовь. Вот тот тяжелый период у вас прошел. Вы в ожиданиях уже новой любви, вам очень этого хочется. И вы довольно сильно переживаете, что пока нет у вас такой женщины. Вам хочется, вы мечтаете об этом, да. Но пока что я не вижу вот любимой женщины возле вас. Вы и стараетесь где-то бывать, да, вы понемножечку уже так начинаете знакомиться, бывать, может быть, чаще в компаниях, в каких-то людных местах, куда-то ездить. Вы, может быть, даже женщинам, знаете, бывает, там подмигнули, улыбнулись, как-то вот знаки внимания потихоньку начинаете оказывать, потому что, вы прекрасно понимаете, если вы ничего не будете делать, откуда же возьмется новая женщина. Как говорится, хотя бы смайлик пошли в интернете, да, чтобы познакомиться. А в реальной жизни, то тем более, это еще сложнее, да. Это в интернете легко знакомиться, но там, как правило, знакомятся для развлечения. Хотя всякое бывает из интернета. Люди женятся, и все хорошо. Все-таки реальность есть реальность. Итак, смотрим. У какой же женщины есть эротические фантазии по поводу вас? Эта женщина, знаете, она давно влюблена в вас. Она давно влюблена. Вы ей нравитесь очень и очень сильно. Но, знаете, эта женщина, скорее всего, не свободна. У нее есть мужчина. С этим мужчиной она не очень хорошо живет. Она, понимаете, она вот живет с одним, а мечтает о вас, получается. Она очень боится своего мужа, потому что у нее муж, такой довольно властный. Она в чем-то даже зависит от него. Человек, знаете, такой с финансами, очень сильный, очень властный. Она, может быть, даже она живет в его квартире. И плюс он ее может содержать, да, в большинстве в большинстве своем он ее содержит, потому что у нее своих финансов, я бы не сказала, что их много. Женщина, которая, знаете, вот она как будто вот такое ощущение, она смотрит на вас и любуется. Это может быть и с окна даже, да, либо по работе.
Вот у нее есть муж, которого она не любит, с которым ей плохо. Токсичные отношения, да, вот так называемые. Отношения, когда тебя унижают и оскорбляют, но ты вынужден терпеть, потому что тебе некуда идти, не за что жить и так далее. Хотя это, в общем-то, тоже все решается. Я считаю, что в таких отношениях лучше не жить. Но эта женщина живет в таких отношениях, а думает о вас. Так, давайте-ка все-таки уточним. Это с работой связано или же это где-то в другом вашем круге общения? Так. Вот у нее хаос в душе, у этой женщины. Она не знает, что ей делать. Она и с вами как-то, вот она боится, что ли, вот как бы сблизиться, да, как-то знак подать. И мужа она боится уйти, чтобы он ничего ей не сделал, не причинил никакого вреда. Вот она, знаете, вот все-таки нет, это, наверное, не по работе, нет. Это где-то в вашем окружении женщина, начиная от соседки, где-то в компании, ну где-то, я не знаю, там, если вы ходите в тренажерные залы, какие-то еще вот места, магазин, может быть, там, где вы бываете, да, там эта женщина вот как будто за вами и наблюдает. Вот наблюдает и любуется, да, вот и тихонечко так вот мечтает о вас. Потому что дома ее ждет вот ну такой своего рода вот тиран и деспот. И она, знаете, она не знает, что ей делать. Вот у нее дилемма. Она боится и от мужа уйти, потому что, ну, откуда она знает? А может, он почистит лицо, так сказать, и другому мужчине, да, если она уйдет, и ей достанется. Да, у нее и вранье в семье. И вот она выбирает, вот она, знаете, в голове как будто перебирает, вот что же ей делать, как ей уйти от этого тирана и деспота. Но пока она не находит выхода. Она настолько запуталась в своей жизни, что и уйти бы хочется, и страшно, да. Вот она так сидит, тихонечко вами любуется, тихонечко мечтает о вас, да. Давайте-ка посмотрим, будет ли у вас вообще с ней какое-то общение. Раз у нее такая сложная и критичная ситуация. Вот нет, отношений как таковых нет, я не вижу с ней. Вот это будет, ну, знаете, вот привет, привет, как дела? Вот она есть в вашем окружении, эта женщина. Но это будет вот такое, ну, чисто дружеское. Как дела? Какие-то там перебросились вот парой фраз, ну, не более. Нет, вот она все-таки побоится уйти от мужа, она побоится как-то проявить свои чувства к вам. Она очень боится своего мужа. Очень, да. Вот она в таком тупике, да, у нее страхи стопроцентные, хотя вы ей очень нравитесь, она бы хотела отношений с вами, но вот она выбрала все-таки вот одиночество вдвоем со своим мужем. Вот она чувствует себя одиноко, хоть она и живет вроде бы с мужчиной, но настолько и плохо, страшно и одиноко, это, конечно, неправильно, это большая ошибка, нужно все равно что-то делать и уходить от таких мужчин. Да, вот будет чисто такое дружеское, но настолько вот она вами, знаете, как-то вот с теплом, с какой-то добротой такой вот любуется, когда вот видит вас, вот так по-хорошему, по-доброму, да, вот она, наверное, даже мечтает, может быть, о каких-то моментах, вот если бы с вами жили вместе, вот она представляет, вот она фантазирует о вас. Если бы да кабы, но, к сожалению, она так и не решится. Вот она так и будет жить с этим человеком, который вытирает о нее ноги, с человеком, который ее ни во что не ставит. Ну, вот как-то так, к сожалению, да. Хотя, может быть, и мог бы быть довольно неплохой роман, переходящий уже в более серьезные отношения. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!